Всем привет! Вы на канале Button IT и с вами Саня. 23 ноября 2021 года вышло обновление Gold Hen под версией 2.0. В этом видео я расскажу, какие изменения внесли разработчики и, собственно, посмотрим на эти изменения. А также проведем тест режима покоя. Сразу хочу сказать, что это видео создано исключительно в развлекательных целях. Я активирую Hen из научного интереса и для запуска бесплатных Homebrew приложений. Я не поддерживаю пиратство и призываю всех своих зрителей использовать только лицензию. Сами разработчики рекомендуют использовать свое творение на прошивках 6.72 и выше. В моем случае будет 7.55. Как обычно, заходим в браузер. У меня уже подготовлена страничка с хостом. Слева мы видим уже старую версию 1.1 и новый Gold Hen версии 2.0. Запускаем. Посередине вверху есть счетчик ошибок оперативной памяти и таймер активации. Но я также добавил собственный. Через минуту мы увидели первую табличку. Собственно, готово. Активация заняла 1 минуту 4 секунды. Это где-то на 30-50 секунд быстрее обычного. А вот и обновленная табличка. Выходим. Немного погоняю консоль по меню. Да, замки не сразу, но пропадают. Зайдем в настройки и посмотрим, какие там изменения. А вот это интересно. Новый пункт меню. Прямо навеяло воспоминаниями об Orbis Toolbox. Но давайте пока спустимся вниз и посмотрим, появились ли дебаг настройки. Да, они на месте. Все нормально. А что в информации о системе? Ну, плюс-минус то же самое. По сравнению с предыдущей версией, покрасили звездочки в золотой цвет и, естественно, изменился номер версии. Думаю, всем интересно посмотреть, что же там в новом пункте. А посмотреть там действительно есть на что. Первая галочка включает FTP клиент. Теперь он не автоматический. То есть и активация стала стабильней и не нужно активировать Payloader. Достаточно поставить галочку и все готово. Очень удобно. За второй пункт отдельное спасибо. Есть такая штука, как BinLoader. Все Payloader, которые вы запускаете на хосте, имеют формат bin. И вы можете соединить PS4 и ПК по локальной сети и напрямую кидать нужные вам Payloader. Но для этого на PS4 надо активировать этот самый BinLoader. И проблема в том, что у меня на 7.55 этого не получалось сделать ни разу, никакими путями. Без Hen была вечная ошибка оперативной памяти, а с Hen ребуты или зависание. Теперь же достаточно поставить галочку, и все готово. Просто мое почтение разработчикам. А что тут далеко ходить? Могу даже показать вам этот Payloader на хосте. Он является одним из основных. Вот кнопочка. Через нее не работало. Причем не только у меня. И вот представьте, теперь не нужно мучиться с активацией и ошибками оперативной памяти. Просто лучшее нововведение, что я видел. Пробуем отключить. Не, ну слушайте, даже отдельное сообщение об отключении. Когда они вылетают, лучше ничего не нажимать и дождаться окончания процесса. Еще тут продублирован установщик пакетов из дебаг настроек. Ничего особенного в нем нет. Остается пункт About. Тут 4 пункта. Наибольший интерес представляет первый. Вверху нам сообщают, что Gold Hen предназначен только для запуска Homebrew приложений и программ. Но и перед вами возможности, которые он предоставляет. Можете прочитать их на паузе. Хотя с поддержкой режима покоя я бы поспорил. Далее у нас предупреждение, что BinLoader находится в стадии тестирования, и его надо использовать с осторожностью. В общем, функция еще сырая. Еще ниже представлено, что еще хотят сделать. В первую очередь добавить настройки сохранений и другие интересные функции. Но я бы добавил еще Payloader в то меню с галочками. Теперь о том, что же было изменено в версии 2.0. Добавлен BinLoader сервер, добавлено меню, в котором мы сейчас находимся. Улучшена стабильность FTP сервера. Добавлен фикс, связанный с временем в трофеях. Проще говоря, это исправление проблемы с CMOS батарейки и нескольких ошибок, которые она вызывала. Там все игры переставали работать. В общем, у меня был отдельный ролик по этой теме, подсказка сверху, ссылка будет в описании, если хотите, посмотрите. Заметили, что нет ни слова о повышении стабильности. Но это не совсем так, кое-что изменилось, но об этом позже. И как бы все, ниже уже changelog предыдущих версий. Второй и третий пункты перенесут нас в браузер на соответствующей страничке. Вторая на донаты, а третья на GitHub разработчика. Для этого нужно интернет-соединение. Последний пункт — это пасхалка. Обычно это интро, но тут к реакту. Что-то вроде взлом видения. Как-то так переводится. Да еще в стиле old school. Видео ускорено, но тут появляются ники разработчиков. Направление вращения кристалла слева можно немного контролировать с помощью левого стика. Причем, чтобы попасть в это меню, нам не нужна сеть. То есть это уже встроено изначально. В списке указан разработчик OSM. Как раз он создавал Orbis Toolbox. Так что не зря этот пункт нам напоминает о нем. Добавил это в ролик как дань уважения за старания этим людям. И как бы это все изменения. Не так уж и мало. Но я бы хотел еще провести режим покоя, а потом мы поговорим про стабильность.
Ну что ж, настало время теста режима покоя. Как и с предыдущей версии, галочка «Приостановить приложение» на месте. Это важно, без нее не работал сон с версии 1.1. Никаких запущенных приложений нет. Вообще, это опасная штука, не советую пробовать, но я должен провести тест. Зажимаю кнопку PS и нахожу там режим покоя. Ну, понеслась. Вход в режим покоя длился около 40 секунд. Это стандартное время для моей консоли. Ребута не произошло, что уже хорошо. Включаю ее с кнопки на геймпаде. А вот тут меня ждал сюрприз. Такого я не ожидал. Вместо включения на телевизоре был черный экран. То есть сигнал шел от консоли, но пустой. Она постоянно мигала синей полоской. Симптомы были очень похожи на Blood. Это синий огонь смерти. В этот момент я хорошо так испугался, особенно учитывая, что кирпичные консоли существуют. Снимал в час ночи, и сон как рукой сняло. Хорошее средство, спасибо разработчикам. В голове уже перебирал варианты, где взять денег на новую консоль. Причем ладно я, возможно вы бы прислали какую-то часть денег донатами на новую PS4 для тестов, но как же люди без YouTube канала? Мне кажется, слишком самоуверенно было писать про поддержку режима покоя в чейнджлоге. Выдирать из розетки было опасно, и было решено зажать кнопку включения. При нажатии писка не произошло, PS4 глубоко зависла. Но через некоторое время все же выключилось, причем аналогично ребуту. Далее включил ее и надеялся на чудо. Такого счастья видеть проверку памяти у меня еще не было. Хоть и понимал, что радоваться рано, потому что после перезапуска могло также мигать, но появилась надежда. И к моему счастью приставка включилась. Можно сказать, это был временный Blood. Обожаю тестировать подобный софт, эмоции покруче, чем на аттракционах. Надеюсь, вы уже поставили лайк, потому что когда-нибудь эта консоль точно окирпичится. И ваши лайки помогут расширить аудиторию и, возможно, купить новую приставку. Про стабильность однозначно сказать трудно. Все зависит от конкретной приставки. Лично по моим ощущениям стало немного получше. Конкретно стало лучшее следующее. Первое. Стабильнее доходит до конца активации. Второе. Активируется быстрее и меньше ошибок оперативной памяти. Третье. Ребуты, как и раньше, есть, но чуть реже. Но все это может быть особенностями моей PS4. В любом случае, это хуже, чем на 5.05 и 6.72. Вообще обновление вышло интересным, и для моей консоли чуть не стало последним. Ссылочку на хост я не дам, потому что обозревал GoldHand, а он одинаков на всех хостах. Впервые у меня пришло 2 доната одновременно от одного человека. Большое спасибо, очень приятно. Когда твое творчество кому-то нравится, это вдохновляет делать еще больше и лучше, от души. Также большое спасибо Ярик.Сел за щедрый донат на DonatPay. И огромное спасибо за поддержку подписчикам на Патреоне. Вот мой инстаграм. Я его использую для связи и отвечаю на сообщения. Ссылки на донаты и Patreon будут в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.